Здравствуйте, мои друзья! Сегодня мы с вами приготовим вкуснейший медовик без раскатки коржей с яблочным кремом. Он подходит для празднования еврейского Нового года Рош ха-Шана. Прежде всего нам нужно сделать яблочное пюре для крема. У меня 4 больших яблока зеленых, я их почистила, удалила сердцевину с косточками и нарезаем мелкими кубиками. Нам их нужно отварить. Я это делаю в микроволновке под закрытой крышкой 13 минут. Если у вас нет микроволновки, можно их в кастрюльку сложить, добавить 2-3 столовые ложки воды и сварить до мягкости. Погружным блендером мы все превращаем в пюре. Пошаговый рецепт вы сможете прочитать в описании под видео. Нам нужно, чтобы пюре остыло, стало холодным, поэтому ставим его в холодильник. Теперь делаем наш бисквит. Для теста нам понадобится 3 яйца, щепотка соли и 100 грамм сахара. Все взбиваем миксером в пышную побелевшую массу, которая увеличилась в объеме в 2-3 раза. После этого добавляем 150 грамм жидкого меда, еще взбиваем 2-3 минуты. Вот такая масса у нас получается. Мука 200 грамм, 30 грамм кукурузного крахмала и чайная ложка без горки соды. Все это мы просеиваем в яичную смесь. И миксером нам нужно все объединить, долго не нужно взбивать, просто все должно стать однородным. Вот такое достаточно жидкое тесто у нас получается. Противень у меня 30 на 40 сантиметров. Я его выстелила пекарской бумагой. Выливаем тесто, разравниваем все. Я еще вот так постукиваю по столу противнем. И отправляем запекаться бисквит на 15 минут в заранее разогретую духовку на 170 градусов. Готовность проверяем на сухую зубочистку. Убираем с противня горячий бисквит, накрываем его сверху чистым листом пекарской бумаги, переворачиваем все и убираем аккуратно бумагу. Пусть остывает. Посмотрите, бисквит остыл, он очень быстро остывает, какой он упругий. По длинной стороне разрезаем бисквит на 3 одинаковых части. Концы неровные я обрезала со всех сторон. Они нам нужны для крошки. Этой крошкой мы будем украшать бока нашего торта. Я ее измельчаю при помощи блендера. Вот такая получается крошка. Теперь делаем крем. 500 мл холодных жирных сливок. У меня 38% жирности сливки. Добавляем к ним 2 столовые ложки сахарной пудры. И миксером взбиваем все до устойчивых пиков. Взбивайте осторожно, чтобы не перевзбить сливки и не получилось сливочное масло. Наше пюре холодное, оно остыло. Выкладываем его в миску со взбитыми сливками и тоже при помощи миксера все перемешиваем. Вот такой у нас получился пышный, красивый, белоснежный крем. Убираем 3 столовые ложки крема отдельно в мисочку. Он мне пригодится для украшения. Остальной крем я перекладываю кондитерский пакет. Мне так удобно будет собирать торт. Блюдо я выстелила полосками пекарской бумаги. И начинаем собирать наш торт. Как видите, я делаю это при помощи кулинарного пакета. Получается более ровный слой, но вы можете выкладывать крем просто ложкой и размазывать вот так шпателем или ложкой. Но с пакетом это гораздо удобнее, получается ровнее. Бока мы тоже смазываем кремом. У нас торт должен быть красивым, ровным. После того, как мы обмазали торт кремом, бока украшаем крошкой. Можно, конечно, и верх тоже крошкой украсить, но так как торт будет стоять на праздничном столе, то я решила приготовить декор для торта, и это будут яблочные розы. Нам понадобится 2 яблока, желательно красного цвета. Вырезаем вот эти уголки от плодоножки и вырезаем сердцевину с косточками. Можно нарезать ножом тоненько, но мне удобно делать при помощи вот такой терки. Посмотрите, какие тонкие пластинки яблок у нас получается. Сначала мы делаем одно яблоко, а потом делаем второе, чтобы оно не потемнело. Я отвариваю ломтики яблок в микроволновке. 2-2,5 минуты они должны стать гибкими и гнуться во все стороны. Мощность моей микроволновки 1000 Вт. И теперь мы будем собирать розочку. Я беру 7 ломтиков
выкладываю их в одну линейку внахлёст. Если вы положите 5 ломтиков, розочка будет меньше. Если 9, розочка будет больше. Но 7 ломтиков для меня это идеальный вариант. И сворачиваем все в рулетик. Вот такой у нас рулетик получается. Посмотрите. Просто настоящая розочка. И так мы делаем со всеми лепестками. У меня из этого количества яблок, из 2 яблок, по 7 лепестков, получилось 10 розочек. Друзья мои, если вам нравится видео, ставьте лайк, это поможет продвижению видео. Алгоритм YouTube поймет, что видео нравится, и покажет его большему количеству зрителей. Я отложила 3 столовые ложки крема, положила в кондитерский мешок с насадкой и такой бордюрчик из розочек из крема сделала. А потом выложила розочки из яблок. Убираем листы бумаги, наше блюдо чистое. И сейчас мы разрежем наш тортик и будем его пробовать. Режется он как по маслу. Посмотрите, какой кусочек красивый. Какая розочка красивая. Пробуем. Посмотрите, он мягчайший, он просто мягчайший. Друзья мои, это фантастически вкусно. Медовые коржи, кисленький яблочный крем. Это так просто и вкусно. Приготовьте.